Знаете, когда я работал в офисе, смена сезонов проходила как-то мимо меня. За окном мелькали то серые дожди, то колючий снег, а внутри всегда гудел кондиционер и светили ровные белые лампы. Зима была просто временем, когда нужно дольше прогревать машину и носить тяжелую куртку. Но здесь, на Земле, зима — это экзамен. Суровый, честный экзамен для всего живого и для тебя самого. Сейчас, когда утренние заморозки уже оставляют серебристую кайму на опавших листьях, многие садоводы с тревогой смотрят на свои участки. Особенно те, кто рискнул посадить что-то южное, теплолюбивое — виноград. В наших краях само это слово звучит как вызов природе. Я помню, как соседи по даче каждую осень устраивали настоящие танцы с бубнами вокруг своих виноградных кустов. В ход шли старые одеяла, километры полиэтиленовой пленки, какие-то невероятные каркасы из рубероида. Люди строили для лозы целые саркофаги, пытаясь защитить ее от промерзания. А весной, снимая эти укрытия, со вздохом смотрели на почерневшие, безжизненные ветки. Лоза либо вымерзала от жестоких ветров, либо, что случалось еще чаще, выпривала под слоями недышащего пластика во время случайных оттепелей. Я тоже долго не решался посадить виноград. Мне казалось, что это удел избранных или тех, кто живет гораздо южнее. Но вчера вечером, когда в печке уютно потрескивали березовые дрова, я в очередной раз открыл тяжелую картонную папку с архивами моего деда, Михаила Ерефановича. Там, среди пожелтевших графиков температур и аккуратно зарисованных корневых систем, я нашел общую тетрадь в дермантиновой обложке. Запись от 12 октября 1979 года. Опытная станция научно-исследовательского института. Дед пишет своим убористым, ровным почерком. Мы упорно пытаемся перенести южные правила на северную почву и потому терпим поражение. Мы поднимаем виноград высоко над землей, подставляя его всем ветрам, а потом пытаемся укутать искусственными материалами. Но природа не терпит суеты и синтетики. Самый надежный, самый щедрый источник тепла и защиты всегда находится у нас под ногами. Земля дышит теплом. Наша задача — не изолировать растение от мороза сверху, а позволить ему укрыться в теплых объятиях почвы. Лозу нужно опустить. Я перечитал эти строки несколько раз. В них была такая простая, монументальная логика, которую мы часто упускаем в погоне за сложными современными решениями. Дед предлагал полностью изменить геометрию посадки, не делать высоких гряд, которые промерзают насквозь при первых бесснежных морозах. Наоборот, он разработал и успешно применял метод посадки винограда в глубокую траншею. Суть этого подхода поразительно изящна в своей простоте. Виноградный куст изначально формируется не на уровне земли, а ниже его, в специально подготовленном углублении. Летом эта траншея работает как аккумулятор солнечного тепла и ловушка для драгоценной дождевой воды. А глубокой осенью, когда приходит время готовиться к холодам, лоза просто снимается со шпалеры и укладывается на дно этой самой траншеи. Никаких сложных укрытий, никаких пленок, под которыми скапливается губительный конденсат. Только деревянные щиты сверху и естественное снежное одеяло. Дед обманул морозную зиму, использовав саму землю как непреодолимый щит для нежной южной культуры. И сегодня я хочу шаг за шагом разобрать этот удивительный метод, потому что прямо сейчас на своем участке я готовлю именно такую траншею для своего первого виноградника. Чтобы понять, почему этот метод работает безотказно, нам нужно немного отвлечься от привычных садовых хлопот и посмотреть на Землю глазами физика и биолога. Именно так делал мой дед. На следующей странице его дневника, прямо под вчерашней записью, я нашел подробный чертеж, выполненный простым карандашом. Ровные линии, стрелки, указывающие движение холодного и теплого воздуха, и графики температур. Дед обожал такие схемы. Он всегда говорил, что природа не терпит магии. Она подчиняется строгим, но очень красивым законам. Давайте разберем, чего на самом деле боится виноград зимой.
Нам кажется, что главный враг — это морозный воздух, который сковывает ветки. Но биология этого древнего растения устроена иначе. Сама лоза, если она хорошо вызрела за лето, способна выдерживать кратковременные понижения температуры до -20, а некоторые сорта и до -25 градусов. Настоящая ахиллесова пята винограда скрыта под землей. Это его корневая система. Тонкие питающие корешки начинают гибнуть уже при -5, -7 градусах Цельсия в почве. И вот тут начинается самое интересное — теплофизика. Когда мы сажаем виноград на ровной поверхности, или, что еще хуже, делаем для него высокую грядку, мы своими руками создаем идеальную мишень для мороза. Высокая грядка обдувается ледяными ветрами со всех сторон. Почва в ней промерзает быстро, глубоко и безжалостно. Корни оказываются в ледяном плену. А теперь посмотрим на чертеж Михаила Ерефановича. Траншея. Уходя вглубь земли всего на 40-50 сантиметров, мы кардинально меняем температурный режим. Земля — это колоссальный тепловой аккумулятор. Летом она накапливает солнечное тепло, а зимой очень медленно его отдает. На глубине полуметра температура почвы всегда на несколько градусов выше, чем на поверхности, и она гораздо стабильнее. Там нет резких скачков от оттепели к лютому морозу, которые так губительны для растений. Но траншея работает не только зимой. В записях из НИИ дед называет ее управляемым микроклиматом. Летом, когда солнце стоит высоко, стенки траншеи улавливают тепло и защищают молодые побеги от иссушающих сквозняков. Знаете, это работает как солнечный коллектор. Днем земля нагревается, а прохладной августовской ночью отдает это тепло лозе, помогая ягодам набирать сахар. Кроме того, траншея решает проблему полива. Вода не растекается по участку, а идет точно к корневой системе, туда, где она нужна больше всего. А когда приходит поздняя осень, траншея превращается в идеальный термос. Мы просто снимаем лозу со шпалеры и укладываем ее на дно. И вот здесь дед делает важнейшее предостережение, выделяя его красными чернилами. Никакого полиэтилена. Растение должно дышать. Главная ошибка неопытных садоводов — герметично укутать виноград. При первой же зимней оттепели под пленкой образуется конденсат. Температура повышается, влажность становится стопроцентной, и лоза начинает преть. Просыпаются грибковые инфекции, плесень, и к весне вместо здорового куста мы получаем безжизненную, сгнившую древесину. Научный подход деда исключает выпривание. Он накрывал траншею сверху обычными деревянными щитами, сбитыми досками или старым шифером. Дерево не пропускает лишнюю влагу от осенних дождей, но при этом оставляет щели для микроциркуляции воздуха. В траншее сухо и прохладно. А потом приходит главный союзник северного земледельца — снег. Ложась поверх деревянных щитов, даже 20-сантиметровый слой снега создает такую теплоизоляцию, с которой не сравнится ни один современный синтетический материал. Внутри, на дне нашей траншеи, образуется воздушная подушка. Там царит мягкая, стабильная температура около нуля или -1 градуса, даже если на улице бушует 30-градусная вьюга. Лоза спокойно спит, дышит и ждет весеннего солнца. Это потрясающее чувство — осознавать, как элегантно можно решить сложную проблему, просто прислушавшись к законам природы. Не бороться с холодом, а использовать тепло самой Земли. Вдохновленный этими записями, я закрыл тетрадь, взял в сарае лопату, рулетку и старые доски. Пора переходить от теории к практике. Прямо сейчас я покажу вам, как правильно разметить, выкопать и обустроить такую траншею, чтобы она служила вашему винограднику десятилетиями. Осень на даче пахнет по-особенному. Это густой, пряный аромат прелой листвы, влажной коры и остывающей земли. Выходишь утром на крыльцо, вдыхаешь этот прохладный воздух, и голова становится невероятно ясной. Сегодня идеальный день для работы с землей. Никакой спешки, никаких дедлайнов. Только я, старая дедовская лопата с отполированным до блеска черенком
и кусок земли, который скоро станет домом для нового растения. Первым делом нам нужно выбрать правильное место. Михаил Ерефанович в своих дневниках подчеркивал: виноград — дитя солнца. Поэтому нашу траншею мы будем располагать строго с севера на юг. Так солнце, проходя свой дневной путь с востока на запад, будет равномерно освещать и прогревать оба склона нашей углубленной грядки с самого раннего утра и до вечерних сумерек. Я беру рулетку и 2 деревянных колышка с натянутой бечевкой. Ширина траншеи будет около 50 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы корням было просторно, а нам потом было удобно укладывать лозу на зимовку. Теперь самая медитативная часть — копка. Я снимаю верхний плодородный слой земли и аккуратно складываю его по одну сторону от будущей траншеи. Эту богатую гумусом почву мы потом вернем обратно. А вот нижний, более плотный слой я отбрасываю на другую сторону. Лопата мягко входит во влажную осеннюю землю. Знаете, в этой физической работе есть что-то невероятно успокаивающее. Ты видишь результат каждого своего движения. Земля дышит, она живая, рассыпчатая, темная. Мы углубляемся примерно на полметра. Если сделать мельче, корни окажутся слишком близко к зоне промерзания. Если глубже, им будет холодно и не хватит летнего тепла. Полметра — это та самая золотая середина, выверенная годами экспериментов на опытной станции. И вот траншея готова. Ровные земляные стенки, прохладное дно. Но просто посадить сюда саженец было бы ошибкой. Дед учил, что мы должны создать для корней идеальную инфраструктуру на долгие годы вперед. Виноград не терпит застоя воды, поэтому на самое дно я укладываю дренаж. У меня здесь битый красный кирпич и немного крупного щебня. Этот слой толщиной в 10-15 сантиметров будет отводить лишнюю осеннюю влагу и весенние талые воды от чувствительных корешков. Поверх дренажа мы начинаем готовить ту самую умную почву. Я беру верхний плодородный слой, который мы отложили в самом начале, и щедро смешиваю его с вызревшим рассыпчатым компостом. Компост пахнет лесом после дождя. Верный признак того, что он готов. Добавляю пару горстей древесной золы из нашей печки. Зола для винограда — это как витамины. В ней калий и фосфор, которые помогут лозе вызреть к следующей зиме и стать крепкой. Все это я тщательно перемешиваю прямо в траншее, создавая мягкую питательную перину. А теперь самый ответственный момент. У меня в руках молодой саженец. У него уже сформировалась отличная корневая система. Пучок светлых упругих корешков. Я аккуратно расправляю их на небольшом земляном холмике, который сделал на дне траншеи. Корешки должны смотреть вниз и по сторонам, ни в коем случае не загибаясь вверх. И тут кроется главный практический секрет метода Михаила Ерефановича. Мы сажаем виноград не вертикально, как привычное дерево. Мы размещаем саженец под углом примерно в 45 градусов, наклоняя его вдоль нашей траншеи. Для чего это нужно? Представьте, что лоза выросла, стала толстой и мощной. Если она посажена прямо, осенью при попытке пригнуть ее к земле, она просто сломается у основания. А посаженная под углом, она уже имеет естественный наклон. Осенью мы просто легким движением руки уложим ее на дно, как ребенка в колыбель, не причинив растению ни малейшего вреда. Я засыпаю корни теплой, подготовленной землей, аккуратно уплотняю ее руками, чтобы не осталось воздушных пустот. Почва приятно холодит ладони. Затем обильно поливаю саженец теплой отстоянной водой. Вода моментально впитывается, не растекаясь по сторонам. Стенки траншеи работают идеально. Вот и все. Наш будущий виноградник обрел свой дом. Сейчас над уровнем земли торчит лишь небольшая часть стволика с парой почек. Все самое главное, самое уязвимое, надежно спрятано там, в глубине, под защитой теплой земли. Представьте себе, пройдет всего 3 или 4 года. Время здесь, на Земле, течет иначе. Оно измеряется не квартальными отчетами, а сменой сезонов. И однажды эта маленькая, пока еще беззащитная веточка, которую мы сегодня с такой заботой укрыли в траншее,
превратится в мощную, сильную лозу. Летом она уверенно поднимется по шпалере, раскинет свои широкие прохладные листья, жадно ловя каждый луч нашего скупого северного солнца. А к сентябрю среди этой зеленой стены нальются густым, сладким соком тяжелые грозди настоящего, своего винограда. И когда кто-нибудь из соседей, заглянув через забор, с удивлением спросит, как мне удалось вырастить такое чудо в нашем непредсказуемом климате, я просто улыбнусь. Я не стану рассказывать про бессонные ночи или сложную химию, потому что их не будет. Самое главное чудо этого дедовского метода в том, что он дарит невероятное спокойствие. Когда снова придут ноябрьские холода и ледяные ветры начнут срывать последние листья с деревьев, у меня внутри не будет никакой тревоги. И я не побегу в панике в строительный магазин за метрами дорогого утеплителя, не буду строить сложные парники. Я просто выйду в сад, аккуратно сниму лозу с опор, уложу ее на дно нашей готовой траншеи, прикрою сверху деревянными щитами и пожелаю ей спокойных снов до весны. Теплая земля и пушистый снег сделают всю остальную работу за меня. Безупречная природная автоматика, не требующая ни электричества, ни лишних усилий. Вечером, закрывая ту самую потертую тетрадь из 79-го года, я обратил внимание на одну запись. В самом конце страницы, после всех строгих агрономических расчетов и тепловых графиков, Михаил Ерефанович написал короткую фразу: «Земля никогда не предает того, кто пытается понять ее законы. Мы не покорители природы. Мы ее внимательные ученики». В этих простых словах кроется, пожалуй, главная мудрость, которую дед оставил мне в наследство. И чем дольше я живу здесь, вдыхая этот чистый воздух и наблюдая, как из крошечного семечка рождается жизнь, тем яснее понимаю его правоту. Нам не нужно бороться со стихией, пытаться сломать ее под себя. Нам нужно просто прислушаться, остановиться на мгновение и научиться с ней договариваться. Спасибо, что разделили со мной этот день и эту работу. Если вам близок такой неспешный, вдумчивый подход к жизни на Земле, если вы тоже верите в науку, которая не спорит с природой, а учится у нее, оставайтесь на канале. Впереди у нас еще очень много забытых, но таких нужных открытий из старых архивов. Берегите себя, заботьтесь о своей Земле с любовью и до скорой теплой встречи.